Джон раскопал могилу своего деда, следуя указаниям своей покойной бабушки. Открыв потайную дверь, внутри он обнаружил нечто удивительное. Вы не поверите, что он сделал дальше. В день похорон своей бабушки Джон, столкнувшись с многочисленными трудностями, стоял среди скорбящих. Его сердце было переполнено горем. Покойная бабушка воспитывала его после того, как его родители погибли в автокатастрофе. Джон вспомнил трогательные воспоминания о том, как он разговаривал и смеялся со своей бабушкой в те времена, когда жизнь казалась ему проще и радостнее. Однако с тех пор, как она умерла, он испытывал глубокое чувство одиночества. Когда похороны подошли к концу, семья и друзья выразили свои соболезнования. Но один человек выделялся среди остальных — это пожилая женщина с поразительно красивыми глазами. Она подошла к Джону и протянула руку, в которой был старый и грязный конверт. Тихим голосом женщина сказала Джону, что его бабушка хотела, чтобы он получил это. Заинтригованный Джон взял конверт и поблагодарил пожилую женщину. Он знал, что она была давней подругой его бабушки, хотя он никогда раньше ее не видел. После того, как она ушла, Джон быстро вскрыл конверт и начал читать письмо. Он узнал почерк. Это был почерк его бабушки. В письме говорилось: «Мой дорогой Джон, если ты читаешь это, значит, меня больше нет с тобой. Я доверила это письмо моей дорогой подруге Марте, чтобы она передала его тебе после моей кончины. Я хочу, чтобы ты знал, что ты — луч моего сердца, и я оставила тебе сюрприз, который, я надеюсь, изменит твою жизнь к лучшему. Если ты будешь следовать моим инструкциям, это приведет тебя к осуществлению твоего самого заветного желания». Джон был ошеломлен, прочитав письмо. В нем подробно описывалось местонахождение могилы его деда и упоминалась потайная комната, где он найдет огромную сумму денег. Его бабушка также убеждала его не копить богатство, если он его обнаружит, а вместо этого поделиться им с нуждающимися. Письмо дало Джону надежду, шанс прожить свою жизнь с чувством цели. После нескольких недель подготовки Джон, наконец, отправился на кладбище и встал перед надгробием своего деда. Он крепко сжал письмо и собрался с духом, чтобы начать копать. Почва показалась ему тяжелой и влажной, когда он зачерпнул ее. Продолжая копать, Джон вскоре заметил резкие изменения в структуре почвы и услышал другой звук. Затем он обнаружил потайной ход под могилой своего деда. Охваченный любопытством, Джон без колебаний открыл люк. Его встретил неприятный запах, а изнутри лился тусклый свет. Он осторожно спустился по лестнице и оказался в потайной комнате, полной историй и сокровищ. Он увидел старинные книги и артефакты, рассказывающие истории прошлого, но больше всего его внимание привлекли мешки с наличными, которые были сложены стопками. Джон был потрясен до глубины души. Он не мог поверить, что его бабушка оставила ему такое огромное состояние. Слезы навернулись на его глаза, когда он подумал о том, как он мог бы изменить свою жизнь с помощью этих денег. Жизнь Джона была трудной. Он пробовал себя в разных сферах бизнеса, но все они заканчивались неудачей. На самом деле были моменты, когда он задавался вопросом, в чем смысл всего этого. Итак, Джон знал, что с этими мешками наличных он сможет осуществить все свои мечты. Но как только Джон задумался о том, что делать с деньгами в первую очередь, он вспомнил о пожелании бабушки, изложенном в письме. Она просила его поделиться деньгами с нуждающимися. Джон разрывался между желанием сохранить деньги для себя и выполнить желание своей бабушки. Прошло несколько часов, пока Джон сидел на полу, уставившись на пакеты с наличными и размышляя, что же ему делать дальше. Еще до наступления темноты он, наконец, принял решение. Он выполнит желание своей бабушки и раздаст деньги нуждающимся.
Он решительно собрал ценные вещи и покинул тайную комнату. Джон знал, что предстоящее путешествие будет трудным, но он был полон решимости изменить ситуацию к лучшему с помощью найденного им богатства. В последующие дни Джон связался с местными благотворительными организациями и узнал, как его пожертвования могут помочь в их важной работе. С заботливым и решительным сердцем он щедро пожертвовал значительную часть денег. Его добрый поступок оказал глубокое влияние на общество. Дети, испытывавшие трудности с получением образования, получили стипендии, чтобы осуществить свои мечты. Приюты для бездомных расширились, чтобы помочь большему числу людей, оставшихся без крова. Нуждающиеся пожилые люди получали улучшенную медицинскую помощь и поддержку, но на этом его благотворительная деятельность не заканчивалась. Джон осознавал важность прямой поддержки общества. Остаток своего состояния он посвятил помощи нуждающимся в его собственном районе. Усилия Джона принесли надежду и облегчение в жизни многих людей. Искренняя забота Джона и его участие в жизни общества, несмотря на его собственные трудности, вдохновили других присоединиться к нему в духе благотворительности. Волонтеры выступили вперед, а предприятия предложили поддержку, зная, что их вклад будет использован с пользой. По мере распространения новостей о благотворительности Джона он получал письма с благодарностью и восхищением от людей, чьи жизни были затронуты его добротой. Одно письмо особенно привлекло его внимание. Оно было от молодой женщины по имени Клара, состоятельной женщины, которая владела одним из благотворительных фондов, поддерживаемых Джоном. Ее искренние слова говорили о том, какое влияние оказала его щедрость на общество. И Джон сразу же заинтересовался этой молодой женщиной. В последующие недели Клара продолжала посылать Джону новые письма, но страх перед неизвестностью не позволял ему связаться с ней. Видите ли, Джон мечтал о прекрасном браке, подобном тому, который был у его родителей. Он верил, что величайшее достижение в жизни — это любить и быть любимым в ответ. Однако ему никогда не везло в любви. Он даже отчаялся найти настоящую любовь. Несколько месяцев спустя Джону приснился сон, в котором бабушка уговаривала его встретиться с Кларой, иначе он совершил бы самую большую ошибку в своей жизни. Проснувшись на следующий день, Джон сразу же решил навестить Клару и выразить свою благодарность за ее добрые слова. Когда он постучал в дверь ее дома, он нервничал, но был полон решимости встретиться с ней. Глаза Клары заблестели от волнения, когда она увидела Джона, стоящего в дверях. Она с радостью пригласила его к себе, и они поделились историями о своих начинаниях. В ходе беседы они обнаружили, что их объединяет стремление оказывать положительное влияние на мир с помощью благотворительности. По мере того, как они стали проводить больше времени вместе, работая над различными благотворительными проектами, связь Джона и Клары становилась все крепче. Через несколько месяцев их дружба переросла в нечто более глубокое, и вскоре они поняли, что полюбили друг друга. Однажды Джон опустился на одно колено и подарил Кларе красивое кольцо. Со слезами радости на глазах они поклялись друг другу в любви и решили провести всю свою жизнь вместе. В день их свадьбы семья, друзья и коллеги-филантропы собрались, чтобы стать свидетелями праздника любви и щедрости Джона и Клары. Став мужем и женой, они продолжали посвящать себя улучшению жизни в своем городе и за его пределами. Оглядываясь на свое путешествие, Джон понял, что спрятанные деньги были божественным даром. Он был рад, что последовал совету своей бабушки и пожертвовал огромную часть своего состояния. Джон знал, что если бы он держал свое богатство при себе, он никогда бы не нашел цель в жизни. Более того, он никогда бы не встретил Клару, хорошую женщину, которая, несомненно, отдала бы за него свою жизнь.
Дорогие зрители, что вы думаете о решении Джона потратить большую часть своих денег на улучшение жизни других людей? Что бы вы сделали на его месте? Поделитесь своими мыслями в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.